Так, ну вот голову хочу начать вот с такого вот носика. Как его сделать? Значит, я сложила трубочки вот таким вот образом. Вот так. Сразу же взяла еще 2 трубочки, свернула их и начала поднимать. То есть не проходя ни одного ряда, сразу же начала поднимать вот так вот стойки вверх. Так, чтобы в основании вот остались вот этот треугольничек из трубочек. Вот так. Потом положила эти трубочки. Когда ряд прошла, вот так раздвинула стоячки и начала оплетать темными трубочками. Один ряд пройти надо, вот, чтобы закрепить вот этот самый носик. Дальше у меня будет ободок из белых трубочек, из светлых. Вот я сейчас наращиваю светлые трубочки сюда и пройду светлыми трубочками. Носик уже как бы определился, вот выпуклость свою определил носик. И теперь можно пройти ряд светлыми трубочками для того, чтобы мордочка стала такая более светлая. И потом уже сразу перейти на оранжевые трубочки и начинать плести по кругу полосатыми. Опять-таки оранжевые, черные. Вот. Ушки тоже внутри можно сделать беленькие. Сейчас до ушек дойдем. Еще нужно будет ротиком сделать под носиком. Но это будет потом уже. Сейчас сначала головы сделаем. Сейчас я пару кругов белыми трубочками пройду. Покажу вам, что у меня получилось. И в тот момент, когда нужно будет уже подставлять вот этот вот шар для объема, этот шар останется у нас внутри головы. Он из бумаги. Достаточно легкий. Никаких проблем. Так. Я думаю, что 2 ряда вполне достаточно. Так, обелить чуть-чуть личико. Вот, ну, носик я имею в виду. Вот. Дальше уже можно переходить на оранжевые трубочки. И начинать уже плести, как это полагается, полосатиком. Вот сейчас оплету вот эту голову, да, и сюда потом покажу, как сделать, вот сам по себе носик имеет вот такую форму, вот так. А потом покажу, как сделать вот сюда вот такой ротик. Так, ну вот я оплела уже вот этот весь шар, который у меня был. Остались вот здесь у меня в конце вот такие трубочки. Я их пока не обрезаю. Во-первых, удобно будет плести все, что не нужно. Еще ушки надо будет. Вот щечки сейчас. Вот я уже одну щечку сплела. Сейчас покажу вам, как щечки сделать. Потом еще ротик надо будет сделать. И вот носик как бы проплести вот так. Ну, не знаю, хотя бы приклеить вот сюда вот такие полосы, как продолжение носа. Вот, и вот сейчас сделаю вот такие вот стоечки. Нет, трубочка запачкалась черной краской. Но для стоячков пойдет. Разрезаю трубочку пополам. Вот так. Вот это верхняя часть носа, как мы уже договаривались. А вот это вот треугольничек, который спускается вниз на носике. И вот сюда вот так вот, в эту сторону, так же, как и вот здесь. Сейчас наберу 4 стоячка.
Так, ну где-то на этом уровне, чтобы было как раз возле окончания носа. Так, там у меня осталась моя бумажный мышар остался. Вот, и между стоечками тут так вот 2 стоечки. Такое расстояние приблизительно. Одна трубочка там лишняя. И одной трубочкой, белыми вот трубочками, одной трубочкой с ситцевым плетением вот в таком вот направлении сейчас плету вот такую вот щечку вторую. Так. Вот наклоняю стоечки вот так, и потом сюда закручу, и будет вторая щечка вот здесь. Трубочку беленькую. Сюда ее подсовываю и начинаю оплетать ситцевым плетением. Так. Пригибаю трубочки все время вот сюда. Вот таким вот образом. А все кончики я потом просто заправила. Вовнутрь головы засунула и все. Вот так пригибаю. Смотрю, надо еще плести или нет. Ну, одну трубочку как бы вот до конца сейчас пройду одной трубочкой. А потом уже начну стоячками. Так. Так. И теперь уже стоячками. Сюда один стоячок. Сюда еще один стоячок. И сюда вот так еще один стоячок. И вот сюда вот таким вот образом немножко еще чуть-чуть надо. Не параллельно получилось. Так. Так. Сейчас все это сюда вот так подсуну. Под самый носик вот сюда. Одну трубочку. Вторую. И еще рот надо будет сделать. А потом уже уши начну. Вот такие вот щечки. Отсюда будут усики выходить. И вот здесь нужно сейчас ротик сплести. Так. Вот такие щечки. Ну и ротик тоже, я думаю, что, наверное, нужно оранжевыми трубочками сделать. Значит, для ротика набираем. Не вижу, где у меня стоячки. Вот они, да? Вот. 2 трубочки вот на таком, на косом уровне надо подсунуть. Вот так. Вот так 2 стоечки. Одна должна быть ближе вот к этому месту,
а другая должна быть ближе на тот уровень, который ротик опускаем. Вот так, 4 стоечки точно так же. И теперь уже оранжевыми трубочками сейчас вот так вот подниму ротик. Сюда подсовываем трубочку и начинаем облетать. Так вот, прижимая трубочки вверх. Не должен быть такой сильно огромный, открытый. Так, чуть-чуть, только чтобы отображалось, что это вот у него пасть. Прям совсем. Немножко вот так. Еще, наверное, ряд сейчас пройду. Таким образом. Ну, вот. Давайте еще вот ряд. Вот так. И вот эти крайние стоечки сюда сразу подсовываю. Вот. Под щечки. А эти трубочки надо заклеить. Вот так. Сейчас я их подклею, обрежу. И вот этой трубочкой вот так вот заклею срез. Вот таким вот образом получится. Вот. Вот такой ротик. Так, ну посмотрите, пожалуйста. Вот одно ушко я уже сделала. Ротик тоже закончила. Щечки у нас. Вот здесь еще будут глазки. Вот ушко. Набрала 6 стоячков. Вот 6 стоячков. И начинаю оплетать. Начала с оранжевых трубочек. Начинаю оплетать веревочкой. И обратите внимание, откуда сейчас начну оплетать. Сейчас я трубочку подклею. Так. Вот положение уха, да? Вот это будет то самое положение, где нужно будет вот начинать туда-сюда обратно проходить. И поэтому вот начинаю не с этой трубочки, а вот с этой трубочки, со стоечки. Чтобы у нас начало было как бы, вот она, этот, ну, как основание немножечко, вот такое. И все, и начинаю проплетать по кругу. Вот. Вот сюда дошла. Вот это основание сделала. Вот оно. Основание, вот оно. Вот эти 2 трубочки. Вот я сейчас. И дальше прохожу ряд, отгибая стоечки на себя. Вот, немножечко. Так, еще раз смотрим. Вот было начало. Вот эти трубочки. То есть я прохожу сейчас вот до этого момента. Вот до этого места. И здесь разворачиваю назад. Все, вот это будет уже выход из ушка. Так, трубочки на себя, стоечки наклоняю. Все, сейчас вот сюда черные трубочки подставлю. Вот, и по кругу туда-обратно, туда-обратно. До определенного уровня дохожу. Вот пока были черные трубочки, все время трубочки на себя наклоняла. Как только перешла снова на оранжевую, да, начала их сюда вот так вот сужать. Вот.
А здесь вот эти стоечки друг в друга просто вот так воткну. Ну, сейчас я наращу трубочки рабочие и покажу. Так, вот я перешла на оранжевые трубочки и теперь уже начинаю пригибать стоечки вовнутрь. Так. Уже как бы иду на завершение. Вот так. Теперь вот, смотрите, здесь вот получается 6 же трубочек. Сразу захватываю по 2 трубочки в серединке. Наружные крайне так и оставляю. Эти трубочки прихватываю сразу обе. Сейчас у меня заканчивается трубочка, потому что как бы до конца вот это же, ну как вам сказать, не лосик и не олень, и ушко у него не должно быть вот таким вот остреньким. Вот это нужно место закруглить. Закруглить нужно. Поэтому вот сейчас вот эти стоечки я просто заправляю вот так. Что-то обрежу, чтобы не торчало. Вот. Сейчас подсуну все это, заправлю. А то, что короткое, просто-напросто обрежу, спрячу за всеми этими стойками. Вот таким вот образом заправляю ушко. И вот получается вот такое вот ушко. Вот. Осталось глазки сделать и вот эти вот бровки такие, как продолжение вот носика вот сюда. Вот так. Немножко. Даже пока не знаю, какими трубочками, может даже белыми. И все, и можно уже крепить голову вот сюда к туловищу. Вот таким вот образом. Все эти трубочки, которые у меня есть, у меня здесь открывается. Я их туда вовнутрь протащу. Может, не все, половину обрежу. Протащу и обратно вытащу наружу, потому что надо голову хорошенечко закрепить. Вот так будет закреплена голова относительно вот туловища и относительно лап. Вот. Так, ну вот такая вот мордашка получилась. Вот сюда вставила усики. Их, конечно, еще не приклеила, пока просто вставила. Значит, вот снимаю резинку со шкатулки. Вот такая вот крышечка на шкатулочке. Вот такой хвостик. Хвостик немножечко загнем, чтобы было более озорное такое. Что-то так. Вот шкатулка готова. Осталось только все это загрунтовать, довести до ума. И получится вот такой вот тигренок. Шкатулочка тигренок. Вот такая. Так, ну вот хочу вам показать, какой тигренок у меня получился. Вот такой вот. Вот так открывается шкатулочка. Вот такой он со всех сторон. Вот такая у него мордочка. Значит, сюда еще добавила вот светленькие такие вставочки, беленькие, бушки. Как это сделать, вы можете посмотреть, я когда-то плела на год бычка. Тоже так делала, вставочки в ушки. Я сноску там внизу оставлю. Посмотрите там, как это сделать. Если кому-то непонятно, как это сделать. Ну вот, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего, до новых встреч, до свидания.